Привет всем! Это второй урок, он у нас по пестику и тычинкам. Делать мы будем и пестик, и тычинки из фоамирана, плюс использование дополнительного материала. Я уже говорила, что будем делать мы это из обрезков. Нам нужны обрезочки примерно шириной по 1 сантиметру, ни больше, ни меньше, поэтому я думаю, довольно много будет у вас таких обрезков, как раз пойдут в дело. Также у меня есть вот такой для вторичного использования, я его тоже возьму. И вот эти кусочки. Итак, поехали. Что мы будем прежде всего делать? Я предлагаю для начала сделать пестик. Он у нас самый большой, поэтому вырезаем полосочку шириной 2 сантиметра, 2-2,5 можно, и длиной сантиметров 5-6. Прикладываем все это на утюг аккуратно. Прижимаем все это к утюгу губкой и начинаем закручивать вот так вот по длинной стороне. Закручиваем, прогреваем хорошенько и начинаем вытягивать. Вытягивать примерно до 5-3 миллиметров. Вот так. Не больше, не меньше. Пестик у нас должен быть виден, поэтому он примерно 4-3 миллиметра получается. Это по ширине. По длине примерно 4-5 сантиметров. Ну, всегда можно будет отрезать, поэтому берем вот так вот 5 сантиметров. Далее, у пестика шляпка как у гвоздика. Она должна быть немножко больше основного тельца, поэтому я прикладываю верхнюю часть к утюгу на несколько секундочек, и она расходится, превращается вот в такую шляпку. Пока горячая, я делю ее пополам ножничками. Сейчас еще раз прогреваю хорошенько и делю пополам ножницами. Вот так. То, что она сейчас зелененькая, не имеет никакого значения, но у нас здесь прожилочка в середине есть. Это очень хорошо. Вот так. Можете сделать немножко поплотнее стебель, тогда и здесь будет более хорошо видна эта центровая прожилочка. Далее наносим на пальчики наш светло-зеленый цвет и проходимся по всему пестику. Хорошенько его прокрашиваем. Он должен быть очень таким ярким зелененьким, поэтому не стесняемся, прокрашиваем, чтобы цвет был хорошо виден. Вот такая красота. Обратите внимание, как гармонирует с нашими лепесточками. Так, я специально не мою руки, потому что зеленый цвет еще понадобится. Берем вот как раз этот остаточек, который у меня остался, шириной 1 сантиметр. Так. И длиной примерно 2-2,5 сантиметра. Точно так же прикладываем на утюг. Расходится по утюгу губкой. И начинаем закручивать аккуратно и прогревать. Точно так же, как мы поступали с пестиком. Сейчас будем делать тычинки. Тычинки должны быть у нас намного тоньше, поэтому очень хорошо растягиваем до 1-2 миллиметров. Чем сильнее растянете, тем лучше. Еще перекручивать. Мы не можем использовать все, поэтому нам понадобятся вот эти верхние вот такие штучки. Скажем так, брак, но он тоже нам понадобится. Далее. Тычинки меньше, чем пестик, поэтому я отрезала. Ну, там еще при сборке будем убирать лишнее. Итак, берем нашу тычиночку. Далее прорезаем немножко под уголочек. Вот так. Вот что получилось. Видите, какой? Я отрезала от основной ножки. Далее отрезаю здесь, тоже под угол, чтобы у нас получилась вот такая тычинка. У лилии тычинки выглядят вот таким образом, продолговатенькие. Далее я прикладываю это к утюгу, все дело, чтобы закрепить шляпку в том состоянии, в котором мне нужно, придать ей форму. Аккуратно, не обожгитесь.
Вот, очень хорошо получилось. Она как раз таки смотрит так наискосок, точно так же, как и живая лилия, у живой лилии. Прокручиваем всю тычиночку зеленым цветом. Хорошо наносим. Прокручиваем. Истончаем, потому что у меня получился не такой тоненький. Не такая тоненькая тычинка, которую я хотела, поэтому я еще буду прокручивать до того состояния, которое меня устроит. Она должна быть очень-очень тоненькая, примерно 1 миллиметр. Давайте сравним. Ну, разница очевидна, правда? Вот такая красота получается в процессе нашей с вами работы. Поехали, то же самое делаем со второй заготовочкой. Отрезаем под уголок. Так. Носик можно чуть-чуть состричь, здесь ровненько и вот так под угол, чтобы получилась такая продолговатая тычинка. Лишнее срезаем, нам слишком длинные не нужны. Здесь у меня чуть меньше сантиметра, 7-8 миллиметров. Я еще приложу шляпку к утюгу, она еще уменьшится и получится ну где-то 5-6 миллиметров. Если при нагревании получилось плоско, ну, соответственно, нужно будет придать острые уголочки. С помощью ножниц поправить аккуратно, чтобы все было красиво. Далее перекручиваем. Ну, соответственно, я наношу еще зелененького цвета. Хорошенько перекручу, и тогда она у меня станет такой же тоненькой. Так. Не сдавайтесь, подтягивайте, перекручивайте. И тычиночка будет такая, как настоящая, у живой красивой лилии. Ну и вот. Вот такая красота получилась. Переходим к моему лайфхаку. Все-таки я взяла белый, потому что с желтым не так хорошо получается. Поэтому лучше приобрести вот такой беленький. Беленький есть всегда. Что касаемо коричневого, я очень редко встречала, поэтому берем пастель сухую, коричневую и черную. Можете взять любую пастель, даже самую дешевую. Добавляем и перемешиваем. Это флок-пудра, поэтому она перемешивается не сразу. Но нам нужно будет довести ее до коричневого цвета. Если мало, добавляем еще. Ну, тут уже видно, как она перекрашивается. Нужно очень хорошо ее перемешать. Это легче, чем искать коричневую флок-пудру. Вот такой коричневый оттенок у меня получился. В принципе, меня устраивает. Если хотите, можете делать темнее или светлее, как вам больше нравится. И сразу такой совет: замешайте, пожалуйста, пудру сразу на весь букет. Если вы хотите сделать побольше лилий, ну, соответственно, сделайте побольше. Но вот здесь вот примерно один букет хватит, может даже останется. Я довольно много намешала. Для того, чтобы флок-пудру прикрепить к фоамирану, мы будем использовать акриловый лак. Начнем с пестика. Наносим хорошенечко лак. Везде, чтобы пудра прилепилась. Далее просто опускаем хорошенечко, проворачиваем. И вот такой пыльник у нас получился. Очень красивый и живой. Далее то же самое проделываем с тычинками. Наносим хорошо, обязательно со всех сторон. И даже вот здесь. Далее, пока не высох лак, обмакиваем. Хорошенько проходимся, чтобы везде прилипло. И потом я еще вот так прохожусь, чтобы хорошо прилепить нашу пудру. Вот такая красота. То же самое со всеми остальными тычинками.
Вот мои остаточки. Я завела специальную баночку, и теперь у меня есть коричневая пудра. Берем нашу проволочку, самую плотную, которая у нас была для стебля, и наклеиваем на нее пестик. Ну, то есть вот таким образом просто приклеиваем, наносим клей хорошенько и приклеиваем. Я немножко подожду и хорошенько скреплю клей с нашей проволокой. Пока клей горячий, его трогать нежелательно. Если вы не знаете, то клей в пистолете нагревается до 100-120 градусов. Поэтому можно получить хороший ожог. Будьте аккуратны. Тычинки мы располагаем чуть ниже пестика, ну, примерно вот так, на таком расстоянии. И для нас главное, чтобы тычинки не были, вот так не прилипали к пестику, а смотрели в разные стороны. Поэтому наносим клей, чуть-чуть, буквально капельку. Фоамиран очень тонкий, может деформироваться, поэтому аккуратно прикладываем и поджимаем вот таким образом, чтобы зафиксировать, и тычинка не прилегает к пестику. Ждем, пока все это высохнет. Аккуратно отклеиваем пальцы и прорабатываем таким образом все 5 тычинок. Размещайте по разные стороны, чтобы вам было удобнее. Прикладываем и поджимаем. Это обязательно, иначе они будут вот так вот наклеиваться. Но нам этого совершенно не нужно, будет некрасиво. На этот нижний беспорядок пока не обращайте внимания, мы все это перекроем. Так, следующая тычинка. Очень маленькие. Видите, я вот здесь ногтем держу, чтобы зафиксировалось именно в том положении, в котором я хочу. Рассмотрите все варианты, куда вам больше всего удобнее размещать следующую тычинку, чтобы она, чтобы они все не были в одном месте, чтобы все смотрели в разные стороны. Тычиночки. Так, последнюю, пятую я, пожалуй, вот здесь размещу. Аккуратно наносите, потому что когда наносите клей, другие могут деформироваться. Очень тонкий фоамиран, поэтому нужно прорабатывать все, когда приклеиваете новую. Ну вот, у меня все получилось. Они смотрят в разные стороны все. Вот такая красота. Для сравнения я вам покажу. Я покупала вот такие готовые тычинки в магазине, но их купить просто нереально, потому что их делал мастер из глины и продавал индивидуально. Поэтому найти такие очень сложно. Мы можем сделать точно так же самостоятельно из нашего любимого фоамирана.